Всем приветики, с вами Милис, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Grey Dawn. Продолжаем проходить, играя за священника, очистить его, так сказать, грехи пытаемся, чтобы сатана его не трогал. Его ж обвинили в ложном убийстве. Да. На нем грехи типа висят, то поэтому нам сейчас надо их стереть. Так что продолжаем. Если ты не смотрел прошлую серию, обязательно посмотри, потому что сюжетик здесь очень интересный и очень важный. Очень важен на самом деле, иначе ты не поймешь суть игры. Поехали. Good evening, sir. Добрый вечер, добрый звонящий. Это отец Авраам Маркус из церкви Святой Марии. Господь Небесный, убийца-священник, сам где-то убийца. Прячьте ваш лживый язык. Вы прекрасно знаете, как и я, что эти дети не пропали без вести. Они умерли от холеры. Прекратите лгать людям, отворачиваясь их от меня ложными сомнениями. Отец, прошу прощения. Послушайте, нам все равно. Нам больше интересен тот бедный маленький алтарник, Давид. Что вы с ним сделали? Пожалуйста, скажите. Достаточно для безумия. Они действительно словно демоны. Какие дикие звери. Я больше не держусь. Ритуальная книга. Где это? Где эта ритуальная книга? О боже. Да, эти всякие журналисты, вообще СМИ, любое, все, что происходит в интернете, это просто зловещие языки, гадкие, и все. Ничего в них хорошего нету, на самом деле. Меня совсем не пугаешь, ты понимаешь это? Я всего лишь объект. Какой вред я могу причинить? Я знаю, где можно найти книгу, но для этого тебе нужно дать клятву на крови. На этой полке. Прямо здесь. Отлично, мы разговариваем с куклой. Потрясающе. Мы даем ей свою кровь. Вообще потрясающе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это не то, о чем я тебя просил. Мы его немного изгоняем, походу. Down. О, ключ. Thank you. Thank you. Run. Run, Форест, run. Пройти не можем, зараза. Хорошо. Если мы отсюда выйти не можем, откуда этот ключ? По-моему, здесь этого не было. One the table. Один. Столе или что, стол? Один из столов. Чего? Ну, с английским у меня проблем. Как бы, ну, сейчас что-то посмотрим. Вот. Дальше что? On the glass case. Glass case. Что такое glass case? Я даже правильно прочла это. Что это такое? Блин, здесь гребаные загадки, так еще здесь на английском. Glass case. Ну, возможно, кейс это кейс, возможно, это какой-то тумба, сундучок. Какой-то кейс. Вот. Отлично, glass case. Стеклянная колба. Ага, запомнили? Запомнили. In your hand. Мы просто чуть-чуть пси. Ты чё? Он из руки достал ключ. И оперный балет. О, книга, о которой Давид рассказывал. Теперь мне нужно спуститься в склеп. Надеюсь, врата на старое кладбище открыты. Врата на старое кладбище? Но мы на кладбище вроде не были.
Я решил провести экзорцизм 7 некрещенных детей, умерших от холеры. Я знал, что, возможно, мне придется вырвать их сердца из груди ритуальным кинжалом. Добро пожаловать, это место было моим домом довольно долгое время. Мы проводим чаепитие на соседнем острове. Мы не можем начать, пока все не соберутся. Мой брат Александр остался запертым в своей спальне. Ты можешь открыть дверь и позвать его? Of course. Безусловно. 3, 5, там 6, 7, 8. В доме 9. Да, ладно, здесь просто очень много деток, это не 7. Домик на дереве. Хорошо, давай попробуем другую реальность. Ту-ту, туру, туру, ту, туру, ту. Ту-ту, туру, туру, ту, туру, ту. О, божечки. Мы взяли какую-то стрёмную куклу. Вот это да. My God. О, This мой лук, place, это место, оно it's живое. alive. Все взрослые когда-то были детьми, но только некоторые из них помнят об этом. Что? Мы кукол собираем еще. Значит. Блин, опять какая-то алхимия, давайте без нее. Вау. You know, this Знаешь, isn't это совсем не funny. смешно. Это всего лишь игра, приступай. No. Нет. Кажется, начинаешь понимать, это было еще одно испытание. Теперь тебе нужно найти 7 игрушек и пронести их мне. Взамен я дам тебе имена 7 детей, которых ты должен найти. Все куклы разбросаны по дому. Слушай, я вот не могу понять, этот момент сейчас был как... подмена момента, что он что-то сделал с ним, мол, типа, просто этот окольчик в себя и сделал куклу, но мы-то знаем, что здесь сейчас был живой человек. И, типа, так преобразили этот момент, я просто не поняла его толком, это чтобы как бы не показать чего-то реального стрёмного. Наверное. Тоже не хочу такое произносить. Дабы не поругался. Дорогая мама, спасибо за то, что посещаешь меня каждую неделю и приносишь мне яблочные пироги. Александр не очень хорошо себя чувствует последние дни, но он быстро восстанавливает силы. Сегодня мы открыли новую формулу, которая может вернуть к жизни мертвые цветы. Ты можешь в это поверить? Я люблю тебя, мам. Новую формулу цветов? Интересно. Интереснее. Ой, тут холодно. Ты тут стоишь. Одна. О, куколочка. Я тебя возьму. Сегодня произошло нечто особенное. Женщина с мужем пришли в приют для сирот и хотели усыновить ребенка. Она была очень красивая, с длинными темными волосами. И он был высоким и обаятельным. Они выглядели богатыми людьми. Монахи дали им Давида, самого мудрого ребенка в приюте. И что случилось? Так, слушай, мы вроде набрали 7 куколок.
Я так понимаю, нас этот звон куда-то зовет. Нам надо идти к звону. Теперь нам нужно обратно. Вот туда. И он сейчас нам даст имена этих. Окей. Мы нашли одну из икон из приюта маленького принца. Из 3 икон. И сюда. Храм, видимо, там. Как мне до него добраться? Давай еще раз. Как мне попасть к храму теперь? Подскажите, пожалуйста. У меня что-то нету волшебных овец. Лодочка. Ой, ёперный. А ну-ка обратно. Может, лодка будет? Я поведу тебе правду, поведаю правду, как Александр умер. У Давида и Александра никогда не было шанса поиграть вместе, как это делают дети вместе. Года назад до встречи с вами они жили в приюте для сирот. Маленький принц в Румынии. Затем произошла вспышка холеры. Все сироты были вакцинированы только 2 шприцами. Один из них не был стерилизован. Именно им вакцинировали бедного Александра. Давиду удалось спастись. Мы прошли с ним сквозь время, как развивающийся по ветру листья. Александр навсегда останется в моем сердце. Не видно текста было вообще. Обылочка. Коробка. Вот оно что случилось. Святой лик, я часть твоей невозвратимой славы, хотя и ношу шрамы своих грехов. О, Господь, наблюдаешь за детьми в настоящей жизни и в будущем мире, за их чистоты и невинности ума. Обеспечим хорошее место на небесах, заставь их жить в местах, что излучают свет, и где живут духи праведников. То есть, когда я пускаю, оно все движется. Ладно, без меня это ничего не будет двигаться. Хорошо, они вроде здесь. Я могу забрать эту штуку? Нет. Походу нет. Надо реально какой-то провести этот ритуал, чтобы они все сделали. Ладно. Походу я уже наговорилась. Я уже в словах отчиталась. Что за ритуал они проводят? Ну, понятно, какой-то ритуал. Ага, все. Я думала, они сейчас просто уйдут. А долго мне так вертеть? Все, они поднимаются.
Почему ребенок это маленький? Как он? Тяжело. Наверное, все пластмасс. Это самый долгий момент в игре. Лестница. Куда вы крест поставите? Стоп, вы его здесь оставите? То есть никуда не понесете дальше? There Значит, are вас трое. 3 of you. We Мы are троица для Trinity, них легион. for they are legion. Да? Наконец-то. Так. Отлично. Давид помог мне найти имена 7 демонов. За его играми в маленького принца скрывалось невыразимое горе, неожиданная смерть брата. О, мне туда надо? Так, ну тут я была, а что, куда мне эти 7 имен? Ёшкин матрёшки. Я забыла как. Так, у меня есть книга ритуальная. У меня есть имена. И где мне это оставить? Где мне это... Да, мне надо. Кукла на месте. Мое внутреннее я на месте. Хорошо, непонятно, куда мне сейчас надо, но ладно. Ну ладно, давай походим, посмотрим. Что, где и как. Что случилось, почему и... он говорил, помню, все про кладбище. Вообще. Почему ты стал священником? Из-за моей любви к Богу. Что это за воспоминания? Это наши воспоминания? Или нет? Да. Ты еще смеешь говорить о любви? Как насчет твоей любви ко мне? Ты ничего не понимаешь, и речь идет о чем-то большем, чем я. Это его женщина. Она ему закатила истерику, что он ее не любит, походу. Это нормально. Как обычно. Оставь меня в покое. Пожалуйста. Ну да, обычный момент в отношениях. Все нормально. И тут, походу, такое бывает. Но этот вулкан меня напрягает, слушай. Я сказала, оставь меня в покое. Ну, видишь, куда ты идешь? Чем это все закончится? Кладбище? Интересно у них пока только. Добрались до кладбища. Оставь меня. Ай, боже, аж до кладбища. Смотри, что ты ее здесь оставила, реально. А нет, сквозь кладбище куда-то в другое место.
Пожалуйста, не делай этого. Чего именно? Не. Это хорошо, я уже думала, она спрыгнула. Что это? Остановись. Пожалуйста. Почему она убегает от него, господи? Я понимаю, истерика, но убегать-то зачем? Куда она собралась? Туда бежать? Зачем? Что она хочет сделать? Это уже не похоже на простую истерику. Это уже что-то большее. То, чего мы не знаем. Там пожар, походу. Там все горит. Стойте, подождите. Ты все еще не понимаешь. Мы потеряли все, Авраам. Все. Я не могу больше терпеть эту боль. Нет, какой же неисправимый эгоистичный поступок. Жесть. Чем, господи? Нашла проблему-то, а? Ребят, можно пройти. Стоп, ты в скафандре сейчас туда нырнешь? Ёперный. Поплаваем в бассейне. Винном. Плаваем в бассейне. Смерть Александры преследовала меня, когда я направлялся к заброшенному склепу. Последние похороны были из тех, на которых я проводил экзорцизм. Воняет, о боже, ужасное зловоние смерти. Дьявол искажает реальность. Что это? Чёрт побери, блин. Лестница? Куда? Дубы? Что за хрень? Это уже что-то неадекватное. Здравствуй, зубы, рот. Это ж здание. Стоп. Говорите, что это типа нашего здания. Стоп, это наше. Как он исказил эту реальность? Это наш дом. Ё-моё, что он вытворил? Это один из... О, вечный Бог, который искупил род человеческий из плена дьявола. Избавь раба твоего от всех дел нечистых духов. Хорошо. Одно сердечко взяли. О. Мы делаем это великое, божественное, святое призвание и мольбу, о дьявол, для твоего изгнания, как это и этот упрек за твое полное уничтожение, сатана. Крыша едет не спеша. Он, словом своим сотворивший все сущее из небытия в бытие. Он, летающий на крыльях по воздуху. Дьявол, Господь упрекает тебя. Можно мне снять маску? Неудобно чуть-чуть. Так, ну, вроде как на этом все. Больше тут нема. Нашли... Ёпта. А это уже перебор.
мерзость. Дьявол исказил реальность, заперев меня в адском отродье. Призрак моей смерти был повсюду, но в действительности ли я мертв? Fear, isn't it? Страшно, не так ли? Тебе не следует бояться. Выходя за рамки реальности, понимаешь, что страх для тех, кто видит лишь материальный мир. Но ты можешь видеть больше. Ты можешь видеть мой мир. Мой мир? Нам он сейчас сказал... Ну, вот, он нам это сказал. Я могу видеть вот этот мир. Мир рая, получается. Хорошо, он на моей стороне. Помогает. Но мы заполучили 3 сердца. Нам нужно будет еще 4. Твоя проблема в том, что у тебя нет веры. К примеру, веришь ли ты всем своим сердцем, что можешь поднять из воды храм, затонувший сотни лет тому назад? Не понимаю. Хорошо, это вот это у нас вот это у нас вот эти 2. Я это сделала. Я это сделала. Не знаю как, но я это сделала. Оп. Вот такая головоломочка. Не самая прикольная. Не очень, мне не понравилось. Не хочу больше таких. Ого. Ого. Что это за штуки? Но мне налево. Вот здесь тоже прикольно. Есть какие-то странные знаки. Ой. Какой язык? О, оп. Да. О. Да, что-то надо. У меня пока этого нету. Тут стража стоит. Слушайте, вы меня пропустите. Можно пройти? Спасибо большое. Я хороший. О, котятки. О, прикольно. Радует, что они не смотрят на меня. Ой. О, ой. Собачка. Стоп, тут уже, блин, какой-то Египет напоминает. У вас все хорошо? Так, а тут бы потушить это дело. А вот, наконец, мой секрет. Очень простой. Лишь только сердце может увидеть верно, ведь то, что видит глаз, недостоверно. Сердце. То, что недостоверно.
Ну, я почти понимаю, что глаза наши врут, а сердце не врет. Это верно. Да, глаза тоже не врут, но то, что мы видим, может и врать нам. Тогда, наверное, поставить надо будет эту книгу. Вот трясет жестко. Жестко трясет, ребят. Опять вулкан какой-то. Хотя нет, из-под земли просто церковь вырастает. Нормально. Обычное дело. Застряла. Застряли немного. Бывает. Подтолкнуть? Подтолкнуть или как? Ага, вот оно. Понятно, да, реально подтолкнуть, только другой книжонцей, да. Еще одну книжонцу найти. А там, видимо, еще одну потом. По 3 книжонца. Ёшкин, матрёшкин, вон надумали. Надеюсь, мы успеем-то. Успеем в этом ролике. Это все надыбать. По воде ходим. Иисус. Не, ну классно, что мы сейчас пытаемся... То, что нам сказали. Сможешь ли ты поднять затопленную церковь? Да, можем. Не руками, но чем-то другим мы можем это сделать. Я жил среди взрослых довольно долго. Видела их на расстоянии вытянутой руки, и это нисколько не улучшило мнение о них. Да, взрослые бывают очень жестокие. Очень. Видели мы такое, видели. Не будем о грустном, конечно. Не будем такое обсуждать. Не будем. Просто будем верить, что все у нас будет хорошо. И вот этот мир красивый очень. И мы будем в таком мире жить. В таком хорошем, красивом мире. А пока пошли туда, пока она будет подниматься. Мы не будем о плохом думать, о плохом говорить. Пока вырастает церковь, ща меня еще тут занесет. И либо вообще под землю унесет. Так, а куда мне? Тут что-то не очень-то как-то живописненько. Давайте-ка я другую реальность включу. По скалам? Или что? Реально? Я думала, мне даже прыгать придется. Ну нет, он как бы сами, он сам без ног, он просто поднимается и летает. Понятно. Как красиво. Оп, последняя книжка. Мы все звали его маленьким принцем. Доказательствами того, что он жил, были его очарование, веселый смех и вечно выражающее счастье лицо. Ежели кто счастлив, то это доказывает его существование. Но как-то не очень звучит, слушай. Хоть его женщина, видимо, была несчастлива, раз она перестала существовать. Ну, слушай, некоторые существуют, ну, как бы несчастливы. Или я неправильно поняла данную фразу. После встречи с моим наставником ты перестанешь бояться. Ты увидишь его отражение. Какой твой наставник и почему лишь отражение? Смертные не могут увидеть его великолепие и остаться в живых. Это как сверхъестественно. Нельзя увидеть там кого-то, иначе ты пепелишься. Понятно. Это есть венец твоего величия. Давид привел меня в свой мир, чтобы взглянуть на своего учителя, и мне нужен был этот момент для передышки, так как боль от экзорцизма была больше, чем я бы мог вынести. Ё-моё. Ага, понятно. Понятно, он дал мне передохнуть.
Теперь надо с новыми силами взяться и сделать то, что нам требуется. Он, призывающий воду морскую и изливающий ее на лицо земли. И ему Господь воин, сатана, Господь упрекает тебя. Пусть Господь отвергнет тебя, но Он что, спустится снова на облаках с благодатью небесной, чтоб судить живых и мертвых. Сори, не успела. Не успела я. Смотри. Бог, что есть святой, бесстрашный, невидимый, бесконечный по силе и непостижимой божественности. Царь царей Господь всемогущий. Он должен отвергать тебя, дьявол. О, последнее. Прикажи злым и нечистым силам и демонам уйти от души и тела твоего слуги, и не скрываться внутри него. Не скрываться внутри него. Вот. Я исчезаю. Измученный, я упал без сознания на холодный пол. Я умирал. Невнятные, презрительные крики окружали меня, несмотря на то, что я нашел все 7 сердец. Я мертв. Не волнуйся, есть волшебное зелье, что вернет тебя к жизни. Я помогу тебе сварить его. Зелье. Понятно. Понятно, почитали. Но, слушай, давай-ка на этом приостановимся. Тут уже новая локация, мы не успеем точно пройти за этот промежуток времени. Так что давай приостановимся. Продолжим играть уже в следующей серии. Напиши, как тебе вообще графика. Нравится или нет. История, вот вообще. Культовая, конечно, но реально стрёмненькая. Есть моменты лютого хоррора. Так что все, спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий и на колокольчик прожми. Мне будет очень приятно, и тебе будут приходить уведомления в следующих роликах и стримчиках. Все ссылочки на свете в описании канала, и всем пока-пока.